Алан Дершевиц, почетный профессор Гарвардской школы права, который входил в группу юристов, представляющих президента Трампа во время слушания дела об импичменте в Сенате, считает, что Конституция США больше ничего не значит. Во время импичмента Дональда Трампа Конгресс побил два рекорда. Первый очевиден. Палата объявила президенту импичмент во второй раз, чего никогда не было в истории США. Хотя его замечания в адрес своих сторонников на прошлой неделе были тревожными, они не соответствовали основанию для смещения в соответствии с Конституцией, что побудило Палату представителей побить еще один рекорд, менее очевидный, но более важный. За один день они нарушили 6 отдельных положений Конституции. Во-первых, это пошатнуло первую поправку, которая запрещает правительству ограничивать свободу слова. Импичмент Трампа за свободу слова, который был защищен единогласным решением Верховного суда по делу Бранденбург против Огайо, нарушил первую поправку. Во-вторых, Палата представителей нарушила основные критерии импичмента Конституции, которые ограничивают импичмент государственной изменой, взяточничеством или другими тяжкими преступлениями и проступками. Заявление президента не может считаться серьезным преступлением или проступком. Если Конгресс не сможет принять закон, ограничивающий свободу слова, то он определенно не сможет принять ни одной резолюции об импичменте, ограничивающей свободу слова президента. В-третьих, они нарушили надлежащую правовую процедуру, не предоставив президенту и его юридической команде возможности выступить в защиту или официально оспорить статью об импичменте. Это создает прецедент для любого будущего президента. В-четвертых, пытаясь предать Трампа суду в Сенате после того, как он покинет свой пост, Палата представителей нарушила положение, которое позволяет Конгрессу отстранять действующего президента, и только если Сенат решит отстранить его голосованием, он может добавить санкцию за будущее лишение права баллотироваться на должность. В-пятых, если бы Сенат провел судебный процесс над частным гражданином, включая бывшего президента, то это нарушило бы как дух, так и букву запрета на векселя. В Великобритании парламент имел право судить королей, других должностных лиц и частных лиц. Создатели Конституции отвергли эту власть Конгресса, а также ограничили его судебную юрисдикцию импичментом правительственных чиновников только в то время, когда они находились у власти и могли быть отстранены. В-шестых, Конгресс проголосовал за резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса нарушить 25-ю поправку к Конституции, ложно заявив, что Трамп не может продолжать выполнять свои обязанности. Ясно, что составители 25-й поправки предназначали ее применение только к президентам, потерявшим сознание из-за физических заболеваний, таких как инсульт или явной умственной недееспособности, или потерявших сознание после ранения. Призвать вице-президента к неправомерному применению 25-й поправки означало действовать в нарушение Конституции. Напоминаем, что импичмент Трампу, если и будет когда-нибудь вынесен, то после 20 января, когда он, по идее, уже не будет считаться президентом США, а республиканская партия в лице Марджори Тейлор Грин представит статьи об импичменте Джо Байдену 21 января 2021 года за его злоупотребление властью. То есть, как говорит Саня во Флориде, сейчас витают в воздухе два импичмента: президенту, которого уже как бы нет, и президенту, которого еще как бы нет. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте. Ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермин. Алена Филипп. и Оксана. А также вся команда делового мира.